Была авария на мотоцикле, и парень, сначала сказали, умер. Мы думали, вообще он где-то загулял. Он 1,5 месяца пробыл в коме. Ну что, я его за руль сам посадил, что ли? А вы его остановить не могли? Да его хоть останавливай, хоть не останавливай, он все равно уедет. С позором по всему селу вас прогнать палкой надо. Они уже давным-давно свои мозги пропили. Им нельзя доверять ребенку. Я просто за химическую кастрацию немедленно в этой студии. Добрый день. Мне, как матери 3 детей, очень хочется разобраться в одном вопросе. Есть ли такие обстоятельства в жизни, и есть ли оправдание этим обстоятельствам, которые заставляют своих родителей оставлять детей в тот момент, когда они нужны своим детям больше всего? Знаешь, ты сейчас говоришь про родство, а я давно знаю, что родство иного рода не по крови, а по привязанностям, по общежитию, да, оно гораздо сильнее, чем самоназвание «Я папа, ты сын». Мне кажется, что сегодняшняя передача это докажет. Чего? Вот. На этих кадрах вы видите 22-летнего Владислава Устьянцева из города Карабаш Челябинской области. Три месяца назад он попал в аварию, и мало кто верил в то, что Влад останется в живых. Состояние его было крайне тяжелое, кома, никаких реакций организма на внешнее воздействие. А эти слова были первой реакцией родного отца на известие о том, что его сын выжил. Отец не будет ухаживать за своим сыном. Он мне не нужен, и я от него отказываюсь. Влад провел в коме 92 дня, и первое, о чем он узнал, вернувшись с того света, что все родные его бросили. Однако единственным человеком, кто вселяет ему надежду на выздоровление, стала абсолютно чужая женщина. Ты обязательно встанешь. Ты в это должен верить. Мы тебя будем кормить, и мы тебя не бросим. Только ты должен сам в это верить. Сегодня мы поговорим о том, как малознакомые люди могут стать ближе родственникам. И стоит ли бороться за жизнь, когда самые близкие не верят в твое выздоровление. Сегодня в нашу студию приехала Наталья Кушникова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. 9 августа Влад разбился, попал в автомобильную катастрофу. А кем вы приходитесь, Влад? Никем. Я просто работаю в этом хирургическом отделении санитаркой. Привезли его... В каком состоянии его привезли? Никаком. Он просто лежал, просто живой труп. Он 1,5 месяца пробыл в коме. Мы его кормили через зондовое питание. Дышал он трахеостомой. Эту трахеостому мы постоянно все чистили. Каждые 2 часа. Давайте как раз сейчас пока посмотрим видео, в каких условиях сейчас Влад находится. Влад, кушать будем? Давай. Так. Держись. Да. Так. Держишься? Да. Давай. Что-то неудобно. Что неудобно? Рука? Устала рука? А? Слетает. Слетает? Держись. Еще немножко. Кормим. Моем. Постели перестилаем. Как долго вы искали родственников? 1,5 месяца мы искали, пока он был у нас в таком состоянии. И за 1,5 месяца к нему никто не пришел, не объявился? Пришел папа 1 раз. Постоял буквально 2-3 минуты у Влада у кровати. Все, и тут же развернулся и ушел. Он даже 5 минут не стоял. После этого я его 2-й раз видела, где-то, наверное, еще через 2 недели. И то он сам в больницу не пришел. Пришел дядя, а папа остался на улице. Этот дядя? Да. Зачем вы приходили в больницу? Пришел навестить родственника. Чем-то помогли? Ну, а чем я помогу в такой ситуации? Действительно, а чем вы можете помочь, конечно. А вы знаете, что
ваш брат, его отец, да, как только узнал о том, после первого визита, когда увидел, в каком положении сын, Мы думали, вообще он где-то загулял. Ни слуху, ни духу. А потом кто-то, я уж не помню, кто сказал, он говорит, в больнице лежит. у нас вот прямо напротив вас сидит женщина, которая первая тревогу и забила, нет? Да, на работе нету. Я спрашиваю брата, что Влад не идет на работу. Ну, думал, запил там, где-то пропал. Он говорит, как? Он на работе у вас живет и Раньше было ночует такое, там. что он пропал. Ну, ближе, ближе. нет. Начальница разрешила То есть он пил? ему. Ну, в смысле, Выпивал. выпивал. Ну, Нет, гулял. выпивал так, что мог не Девчата. прийти на работу, правда? Нет, ходил он всегда. на работу Но я ходил. думала, что он прогулял, может быть. А оказывается, мы думали, что он гуляет. Они думали, что он на работе живет и работает. А он разбился и лежит в больнице Да, в коме. и неделю вообще про него никто ничего не знал, где он. Потом сказали, была авария на мотоцикле, и парень, сначала сказали, умер. А потом перезвонили с Кыштыма и говорит, нет, он в реанимации, без сознания лежит. Вы тоже думали, что он умер или, не, или как? Нет, Вы знали, что он в больнице? я вообще не знал. Я и говорю, что я думал, что он загулял. Ну, Ну да. брат мой, отец-то его. Мгм. Может, он загулял. А брат загулял. старший или младший? Старший. Старший. Сколько брату лет вашему? 58. 58. А ему, Владу? 23. 23. Осенью. То есть он довольно поздний ребенок. Ну да. Давайте посмотрим, что сделал отец, когда пришел в больницу к сыну, и о чем говорят нам врачи. И это факт установленный. Наш пациент Владислав поступил к нам в хирургическое отделение 18 августа 2014 года. Состояние его было крайне тяжелое, кома. Нам дали четко понять, что отец не будет ухаживать за своим сыном, в чем он сразу же объяснился с нами словами, что он мне не нужен, и я от него отказываюсь. Что? В чем сейчас возмущение-то? Он от сына не отказывается и никогда не отказывался. Он просто по уходу. Я не могу, говорит, за ним ухаживать. А это в чем разница, скажите, пожалуйста? Ну, от сына он не Сын мой, но отказывается. ухаживать за ним не буду. Пусть гниет в больнице или что? можно я... Они- Послушайте, у нас есть копия заявления Ну да, он вашего писал брата. при мне. При вас писал, да? Смотрите. Отказываюсь от ухода за сыном, который утратил функции к самообслуживанию. Прошу определить его в интернат. И это не отказ от сына? Нет? Я думаю, что нет. А что это? У вас Расскажите, дети есть? пожалуйста. Нет. Но родители-то у вас есть. Ну, родители есть. Матушка одна тоже парализованная лежит. Она у вас дома лежит, матушка? Дома лежит, я за ней ухаживаю. А почему он не стал за сыном ухаживать? Потому что за ним за самим надо ухаживать. У него За многие, братом? многие отказывают. А в каком состоянии сейчас Влад? Но если за ним ухаживать, он встанет. Пусть не стопроцентный будет полноценный человек, но он будет ходить своими ногами. Справится ли обычный человек или нужен врач, медсестра, еще кто-то? Может ли просто папа справиться с этим уходом? Может. Накормить он его не сможет разве? Он разве не сможет ему уши почистить? Он не сможет его умыть? То есть не обязательно быть врачом, Не медсестрой для того, обязательно. чтобы за ним ухаживать. Вы Не слышите обязательно. сейчас это? У него все уже тяжелое прошло. Ему сейчас просто нужна человеческая доброта. Вы знаете, брат ваш старший, сколько не искали его, чтобы он дал комментарий, он всегда отказывался. Отказывался, а тут вдруг корреспонденту нашей программы не просто интервью дал, а позволил себя в эту студию привести. Давайте вашего брата, отца-то Влада, и встретим здесь. Сергей Устьянцев. Я отказался от Владика, потому что он в плохом состоянии. Я никак не могу за ним ухаживать, потому что мне за самым нужен уход. Вот скажите, пожалуйста, а если бы эта трагедия не произошла, а вы не молодеете, и прошло бы еще 20 лет, и за вами уход нужен был бы не такой вот, ну, как вы говорите, а на самом деле уход. Вот вы бы оказались, не дай бог, в каком-нибудь инвалидном кресле и так далее. И сын бы от вас отказался. Вы бы как на это отреагировали? Я от сына никогда не Всякому откажусь. Не откажетесь? Я от сына никогда не откажусь. Он в каком бы состоянии ни был. никогда Но он я не просто отказывался и не отказывается. уход я никак Вы не слышали, могу что его. нам сейчас сказали, нет?
что уход за ним довольно элементарный. Его нужно привести домой. Это первое, что нужно сделать. Ему нужно отвести место удобное, чтобы он в этом месте мог вставать, ходить и так далее. У меня квартира-то, квадраты, там, метры вообще... А до этого где он жил? Давайте без квартиры. Вам что мешало хотя бы просто приходить каждый день в больницу к сыну и сидеть рядом? И смотреть, как за ним ухаживают, и учиться. Больница Что вам мешало? За 10 километров. Тогда за водкой нужно сходить. 10 километров это пуля. Вы говорите, что вы от сына не отказывались? Я от сына... А вот тут что написано? А, Прошу так я- определить его в интернат. Это что, не отказ? Не, я от сына-то не отказался. А от чего вы отказались? Просто за уходом, Ну, тут написано, прошу определить его в интернат. Ну. Это что значит? ну, чтобы ухаживали, все за ним. А вы чего будете а делать? вы что будете, За по свиньями бумагам ходить? папой? Ну, что это такое? Воспитывать. Воспитывать? Ну. То есть пусть он живет в интернате, за ним ухаживает нет. кто-то, а я его буду воспитывать? Ну, а почему вот родители родных, вот, допустим, сдают престарелый дом? А давайте мы не Добрый. будем сейчас Представь. это разбирать. Ну, Вашего То есть брата вы еще нанесли никто сейчас превентивный удар. Для того, чтобы Влад не сдал его в дом престарелых, да, вы решили от него отказаться и сдать Да его в я от интернат. него Молодцы, вообще- ребят. Далеко смотрите. Давайте посмотрим, как он сейчас, Влад-то. Давайте посмотрим, поглядим. Мы каждый день так умываемся, да? А вторую пробуй сам. На. Как мы делали, вторую ручку вытирали сами. Хорошо вытирай. Все пальчики. Вот скажи, как мы уже умеем, да? Давай моемся. Мы же моемся. Ушки когда последний раз чистили тебе? Не помню. Не помнишь? Кто тебе последний раз чистил? Да. Я чистила. Сейчас немножко почистим. Да? Угу. Балдеешь, лежишь, да? Да. Да что ты говоришь-то? Как? Да, давай, разрабатывай челюсти. Вот водичка. А я сейчас тебе еще сделаю. Ладно? Морсику. Баночку я сейчас. Посмотрите, как он быстро учится. Парень пролежал в коме такое время, уже сам может и откусить, и бутылку в руки взять, и пальчики себя вытирать. Просто заниматься надо. Ну, А? я же не Или могу. вы как, подождете, пока его чужие люди выходят, а потом он будет за вами в старости ухаживать? А дома Вы сказали, заберем? Не конкретно я заберу, а отец заберет. То есть для вы, этого младший надо было брат, сюда приняли прийти. решение за старшего, что он заберет. А почему бы нет? А почему нет? А почему нет? Заберете сына? Заберу. Давайте посмотрим, как вы живете-то. Вот дом, где вырос Владик. Вот он кровать. Вот здесь он стол делал, уроки раньше делал. Вот он и диски, музыка. Вместе выросли в этой деревушке. Вот случилась такая беда. В больнице лежит. В этом доме теперь его никто не ждет. Мы бы забрали его, но и у нас как бы возможность маленькая. Горячей воды нет, условий таких благоприятных-то нет. Кормить, поить, так мыть надо. Кто показывал сейчас вот его спальню? Это кто? Друг. Друг его? В одной деревне живут. Да, это друг Михаил. Давайте позовем. Здравствуйте. Михаил. Да, Сереж, вы же подсадили Владика Усянцева на алкоголь. Он же вместе с вами пил. Но за это он в аварию попал из-за вас. Стоп. Он попал в аварию после того, как он пил с отцом. Но. Это было или нет? Ну, это было. Пил он один. А потом он уехал. Выпивал. Стоп. После работы. Вы вместе пили или он один пил? Нет, мы сперва выпили, потом он уехал. Погоди, вы выпили сколько? Там полбутылки, может. Ой, ладно, выпили. Ну, Вы бы не что вы. заметили эти полбутылки. О чем вы говорите? Выпили это выпили. Ну, сколько выпили? А я откуда? Я что, считал, что ли? Только если он пьяный сел от вас за руль и поехал. Ну, не пьяный, ну, податый, как бы. То есть это всегда так? Ну, почему всегда Вы так? выпьете, он за руль и поехал, нет? Почему? Я вас спрашиваю, почему? Почему ребенка собственного, которому 22 года, набухавшись с ним, вы совершенно спокойно посадили на мотоцикл, и он куда-то уехал? Почему? Он меня не спрашивает. Понятно.
А вы не остановили. Его хоть остановляй, не остановляй, он меня А вы только что сказали, что главная функция отца – это что такое? воспитывает. И что? Зачем вы ребенка завели в таком почтенном возрасте? Нахрена вам это нужно было? Я его не довел такого состояния, он сам. Завелся. Вот именно. Как плесень. Сам завелся, сам выпил, сам на мотоцикл сел, Сергей сам Аркадьевич, теперь я за вас- собой Нет. и ухаживает, да? Я вас слушаю, Да? вы знаете, Ну, у меня что волосы нет? дыбом. Что нет? Говорите. Ну что, я его за руль сам посадил, что ли? А вы его остановить не могли? Да его хоть останавливай, хоть не останавливай, он все равно уедет. Ну, если за ним ухаживать, он встанет. Предо мной сидит мужик с двумя руками, с двумя ногами. Какой уход-то У вам меня нужен? ноги отказывают. С позором по всему селу вас прогнать палкой надо. Я просто за химическую кастрацию немедленно в этой студии. Была авария на мотоцикле, и парень, сначала сказали, умер. Мы думали, вообще он где-то загулял. Он 1,5 месяца пробыл в коме. Ну что, я его за руль сам посадил, что ли? А вы его остановить не могли? Да его хоть останавливай, хоть не останавливай, он все равно уедет. Зачем вы с ним пьете, зная, что он приехал на мотоцикле? Так не И с зная, ним, что но он он сядет отдельно пьяный опять за него? М? А я его что, заставляю пить, что ли? Он сам, если наливать на их себе. Химическая У кастрация вас при виноваты рождении. вокруг всем, кроме вас, да? Вы знаете, вы очень страшный человек, как я посмотрю. Вот то, что мы сейчас видели на экране, вы вообще понимаете, что такое отец? Функции отца. Для отца нету разницы, сколько ребенку лет. 5, 2 годика, 20, 40, 50 лет. Отец, он всегда остается отцом. Вы понимаете это? Особенно сейчас вашему ребенку нужна ласка, любовь, и чтобы он знал, что он нужен для своего родного отца, для своего родного дяди. А вы что творите? Вы издеваетесь над своим сыном. Вы это понимаете, что вас все село просто проклянет. И на этом вы останетесь один. На старости лет вы останетесь никому не нужным человеком. Вот тогда вы вспомните, как вы отказались от собственного сына. У меня к вам вопрос. Вы зашли, когда сюда, сказали, что за мной, за самим нужно ухаживать. А у вас проблемы со здоровьем? Да, А? да. А как ваши проблемы со здоровьем? Можно пить при этом, да? А при чем тут пить? А, можно пить, да? То есть, а какие проблемы со здоровьем-то у вас? В каком уходе вы нуждаетесь? Я вот что-то не вижу, пока предо мной сидит мужик с двумя руками, с двумя ногами. Какой уход-то У вам меня нужен? ноги отказывают. Извините меня, пожалуйста, я просто не могу молчать. Скажите. Я вас умоляю, моему дедушке 86 лет, будет 87, он живет в деревне, у него свое хозяйство, представляете, у него свиньи и козы, ему 87 лет, он берет палочку с утра, вот так вот, звонит мне и говорит, я вот сейчас, у меня чуть ноги болят, но ничего. За свиньями ухаживает, за козами. Простите, я просто не мог молчать, многие могут подумать, что я не знаю, что такое деревня и так далее. Я очень хорошо знаю, что это такое. Я знаю, что такое родители. Еще мне кажется, я не могу заглянуть в вашу душу и в ваше сердце. Не хочу вас обвинять впустую, но мне сейчас показалось, что у вас вообще нет такого понятия, что у вас есть сын, понимаете? Мне кажется, что у вас нет этого чувства, у вас его никогда не было. Хотя, может быть, вы его случайно как-то завели. Все, что вы говорите, это страшно. Не потому, что вы это сейчас говорите, а потому что отец не может такое говорить. Как можно сравнить сына со свиньей, со своей? Согласитесь со мной, да? Вы просто не понимаете, и вас нельзя судить за это, потому что вы не понимаете, мне кажется, что вообще происходит в жизни. Не, ну вы понимаете, ладно, он еще сидит, еле говорит, а дядя-то разговорчивый, дядя в трезвом уме и в здравой памяти рассказывает, что у него воды дома горячей нет. Условий Ну, вы знаете, нет. Но действительно, в деревенских условиях И что, не ухаживать за нагреть тяжело воды, чтобы больным помыть? человеком очень сложно. Можно я задам вопрос вам? Скажите, пожалуйста, когда вы писали отказ от ухода, ваш сын еще находился в коме? То есть он был без сознания? А что врачи говорили? Была перспектива того, что ему станет лучше? Или просто наблюдали Хирург в коме сказал, и что он хотели его выписать домой, чтобы за ним ухаживали? То есть, когда он пришел в сознание, когда он начал контактировать, Что когда он сказал вышел хирург? из комы, после того, как написали Он сказал, отказ от ухода. Володя, ты видишь, он без перспектив. Слушай, дядя, можно тебя Нет, вы знаете, спросить? здесь... Нет, Вот стоп, сколько вы здесь раз есть пришли маленькое но. к своему племяннику? Вот сколько раз вы пришли к нему в больницу? Ну, раз 5 приходил.
Вы оказывали ему помощь, кормили его, поили его, ухаживали, памперс за ним меняли. Делали? Наташа, это правда, что 5 раз пришел? Может быть, все-таки Ну, логически может быть, выстроить больше, но в историю. мою смену Молодой после скандала человек, он больше не нетрезвый приходил. вообще, улетел с мотоцикла, был в коме, его передали Можно в больницу слово? уже из травматологии, потому что он нуждался только Слово в уходе, дайте, потому что он пожалуйста, был в сказать. коме. И когда папа писал отказ от ухода и просил перевести его в дом-интернат, он видел, что он не сможет справиться с человеком в коме в деревне. Но когда сын уже вышел из этого состояния, когда его выходили, несомненно, он нуждается не в столь интенсивном уходе, но, тем не менее, все, что можно было сделать в больнице сейчас, он нуждается, несомненно, во врачебном наблюдении. Но нужно решить вопрос. Или он действительно сможет у вас существовать в таком положении, и вы действительно сможете ему помочь, или вести речь о доме-интернате. В больнице парню будет просто лучше, чем с таким отцом. У него нет сердца. У вас нет сердца, слышите вы меня? Вам роднее, не знаю, ваше хозяйство. Сын, ваша кровиночка, ваша роднулечка, он нуждается в вашей любви, в вашей помощи, в вашей заботе. И вы здесь рассказываете нам что-то, какое-то находите себе оправдание. Да вам нет оправдания, нет у вас сердца просто. Парню будет лучше в больнице. Вот мое мнение. Честное слово, смотреть невозможно без слез. Вы знаете, если бы вашему ребенку было до 15, я бы с удовольствием, чтобы вас органы соцопеки лишили родительских прав. Но так как ребенку уже 22, очень жалко, что это невозможно сделать сейчас. Но с позором по всему селу вас прогнать палкой надо. Давайте, кстати, посмотрим, что местные жители о вас говорят. Я знаю, что вам пофигу, но давайте посмотрим. Да, молодой парнишка, да, крепкий, здоровый, как говорится. Ну, на мотоцикле разбился. И у меня просто вот сердце прямо кровью обливается, что вот так вот. Конечно, мать, если была бы живая, конечно, такое бы не получилось, мне кажется. Мать заставляла его все делать, он был приучен ко всему. И полы мыл у нее, и все делал. Молодец мальчик был. Ну, а когда с отцом остались, и, конечно, там похуже стали жить. То есть после смерти жены вы махнули на все рукой, кроме свиней? Ну, так жить как надо, да? И начали просто безоглядно бухать с собственным сыном. Почему? Ну, а с сыном-то? Ну, а как? С кем? Не только с сыном, я понимаю, но и с сыном тоже. Ну, некоторый раз выпивали, ну и что? Что теперь нельзя? Вы работаете? Нет. То есть у вас, кроме подсобного хозяйства, ничего нет? На пенсии. Вы на пенсии. Наташа, скажите, пожалуйста, а вот тот интернат, про который все время идет речь, есть ли такой и где он находится? Мы не знаем, что есть он или нет, но мы хотим, чтобы его в хороший, чтобы там, допустим, элементарная функциональная Давайте кровать. в обычный, не надо хороший. Где он находится? В Кустанае есть, в Садке есть. Это как далеко от того места, где они живут? А То есть что уже это не за 10 интернат? километров, уже 120. Что это за Скажите, интернат? пожалуйста, если его отдадут в интернат, как Особого часто вы интерната будете не его возила, там я никогда навещать? Не ходила, не смотрела. Ну, просить кого-нибудь, чтобы на машине свозили. То есть 10 километров вы просить некого, а 120 есть. Так нет. Ну, каждый день же я не могу ездить. Не надо каждый. Как часто, я спрашиваю? Вот вы сказали, что я не отказывался от него. Я хочу, Дело чтобы он всё был в в финансы интернате. упирается. Как часто? Как часто? Ну реально, ответьте на вопрос. Как часто? Ну, 2 раза в месяц будет ездить. На 120 километров 2 раза в месяц? Вы кому сейчас лапшу вешаете на уши? Ну, чаще, ну, никак. Сергей Аркадьевич. 2 раза в год это будет, если будет. Если это вообще будет. Вы понимаете, в чем и проблема? Вы понимаете, устроить сейчас ребенка, и поверьте, что мы ему поможем. Мы для этого здесь и собрались. Здесь есть и в Подмосковье такие интернаты, где вот таких бедных детей берут. И мы готовы помочь. И сделаем депутатский запрос для того, чтобы ребенка приняли. Вы понимаете? Но, есть одно но. Вы отец. Вы потом это себе простите? А с кем вы сейчас говорите-то? Вы сейчас с кем разговаривали? Ну, уже понятно, что здесь не с кем Понятно. разговаривать. Сергей, но все-таки я надеюсь, что Сергей, а совесть еще, проснется. Сергей, еще какие-то родственники есть у вас? Ну, а кто? Сестра, так она в Сороковке живет.
А у него есть какие-то родственники? Никого нету. А брата у него нет? Брат. Два брата. Ну, как бы свод. Ну, по маме-то брат есть у него? Ну, есть. Есть? По матери как. А они Но никак? они не родные как. Они, понятно, они не помогут никак? Они... Давайте спросим у Они в одного курсе из них. истории? Данила Сулейманов здесь у нас, он брат сводный Влада. Здрасте, присаживайтесь. С чем пришли? Ну, я тут послушал. Вот. Хочу сказать, вот, что может вот этот старый больной человек вообще, чем может помочь Владику сейчас? Вы как будто забыли обстоятельства, при которых сын его попал в аварию. То есть старый больной человек бухать с собственным сыном, Нет. потом посадить на мотоцикл его, да, и отправить разбиваться. Ну, что, я его специально Где вот такую версию взяли, вообще не знаю. Вот я вот- почему вы не остановили? Так он же не Я свое отрицает, расследование что проводил. Его Нет. вообще не было в этот момент в деревне. Алиби. Стоп. У нас алиби. Они вместе не пили. Он вообще не пил в тот момент. Я был в командировке. Он только что приехал нам в 8 этом числа. признался сам. Признался же. Сам сказал, что Он он мне пил. сказал, что Ну, пил, наверное, в момент аварии... Он опять говорит, ну он пил я приезжал с ним, на ну и мотоцикле. что? Так сказал. На Он только мотоцикле. что это повторил. Ну, я же не каждый день. Ну, просто выпивал. Все. Вы в тот Но он день не с ним пили, пил-то, когда он в он- аварию попал? Он где-то в Карабаши с кем-то, то ли у подруги, то ли у друзей, у Какая кого-то. разница, с кем вообще он пил? Мы о чем сейчас Ну, говорим? Я-то говорю-то об одном, что он не с Стоп, ним это очень пил. важно. У какой подруги? Я не знаю, ну... Вы сказали у подруги. У него есть подруга? Возможно, у подруги или у друга. Нет, вы сейчас проболтались, что подруга есть все-таки. Значит, плесень Возможно, есть плесень опять может завестись. Я просто за химическую кастрацию немедленно в этой студии, просто сейчас. Жалко, что этого нельзя было сделать 23 года назад. Вы были у брата своего Конечно, сводного? Сколько раз? Ну, 2 раза в реанимацию ездил. И 2 раза в Карабаше был. Как он сейчас себя чувствует? Лучше. И куда ему идти? Ну, мое мнение, тоже не к отцу в деревню. С его здоровьем, посмотрите на него, он тоже полукалека ходит. А скажите, Он в пожалуйста, любой момент может вот так вот где-нибудь Хорошо, вы упасть его там в брат? своем сарае. и Скажите, всё. вы его брат? Да, по матери. По матери. Это ваш брат, это то Да, есть ваша родная да. кровь. Вы в скольки квадратных метрах живете? Сколько у вас комнат? 2. 2? Готовы брата взять? У меня 4 детей, несовершеннолетних. Да хоть 5. Если это мой брат, да у меня хоть пускай 10 будет детей. Я отдам для него последний кусок хлеба своего, для того, чтобы хоть брата своего попытаться спасти и поставить его на ноги. Скажите, пожалуйста, давайте пару вот спокойно, слов, без в защиту ругани. отца сказать. Он на самом деле, ну его тоже можно понять, он уже тоже доходит, скажем честно. Если у них вся такая семья благополучная, бутылки неравнодушно, да, вот он подумал, да, свиньи у меня не ездовые, 10 километров я есть не буду. Он придет сейчас в себя, отлежится прекрасно на госсчете, а потом я как раз накоплю себя на ездовую свинью и привезу себе домой. Такой же вариант тоже возможен. Я вот вам задала вопрос, ответьте, пожалуйста. Вот вы как считаете, в этой ситуации нужно поступать? Нужен для него сейчас специализированный уход. Я их к чему склоняю? Терапии, физическим упражнениям, стимуляции мозга, допустим, посредством там медицинских препаратов каких-нибудь там. Предположим, что вот после тщательного, продолжительного ухода Влад, понятно, что он никогда не будет прежним, но он сможет самостоятельно питаться, ходить, двигаться, да, и так далее. Ему куда возвращаться после этого? Как Домой. Домой? Домой. А где у него дом-то? Домой к отцу, который сказал, знаешь что, пока ты лежишь бревном, ты мне нахрен не нужен. А как только встал на ноги, иди помогай за свиньями ходить. Куда домой-то? Это так и будет. Куда домой? Мне уже на вас гадко смотреть, понимаете? Вот честно сижу, как дала бы по башке. Вы, мужики, один сидит, второй, третий, у вас большая семья. Почему вы не скажете, у вас болят ноги, да, а как люди, инвалиды, матери, отцы ухаживают за своими детьми, это их кровинка. Почему вы, мужики, не соберетесь и скажете, да, я буду за тобой, сын, смотреть столько, сколько у меня хватит сил?
У вас это возбуждение не только от того, что вы впряглись в это эмоционально, как любая женщина, надеюсь, вот там сидящая, да, а еще у вас есть какая-то своя история. Расскажите. Да, я просто не хотела об этом как бы говорить. У меня дочка попала в серьезную аварию. И когда вот именно я одна, пускай я мама, женщина, но неважно, и врачи сказали, что она жить не будет. И я ее таскала на себе. Кстати, у нас тоже есть больницы, где ни кресла нет, ни качалки. Я ее носила на себе, понимаете, до последнего. И меня не только это возмущает, а меня просто, у меня действительно все внутри дрожит. Все мужики здоровые, еще один сидит, сказал бы, вам тяжело. Тамара, я боюсь спросить, а сейчас что с вашей дочерью? Сейчас моя дочь, вот вы ее увидите, она сейчас певица, она выступает на сцене. Мы преодолели, мы вместе с ней все это. Она не ходила, я ее на коляске возила. А сейчас, благодаря, она стала на ноги, она ходит и в спортзал, и в бассейн. Неважно, здоровье как было, так оно не прошло. Мы еще увидим вашу дочь, что дополнительно задало Поэтому интригу. Поэтому вы подумайте вот об этом, ширме, и вы возьмете на себя, понимаете, вам благодатно будет жить. Давайте все-таки посмотрим, какая перспектива-то есть у Влада. Что говорят врачи о том, как пройдет реабилитация. Ну-ка, покажи нам ручки. Ты как садишься? Ведь у него одна ручка немножечко у него еще. Чего? Тебе сколько лет, не помнишь? 22. Вот видите, уже прогресс. Еще неделю назад он не мог назвать цифру 22. Отвечал Влад, мама, и в основном есть. Кушать хочешь? Да. Кушать хочет. А если с ним это хорошо ухаживать и заниматься, я думаю, что через год, через два более-менее будет полноправным гражданином, то есть обслуживать себя. Все это самое. В настоящее же время он... Пожми мне ручку, ручку пожми мне. Вот немножечко может пожать ручку. Я вот сейчас смотрела и видела на картинке ни условий в больнице, ни аппаратуры, ничего. А посмотри, какой прогресс у мальчика. Так это о чем говорит? Спасибо огромное этим врачам за то, что вкладывают душу в это. И оказывается, можно человека на ноги ставить и без супероборудования, и без всего. Только он за сам счет... себя вытянул? Да. За что, интересно, он сам себя тянул? Вот я бы сейчас взял вас за вашу морковку и вытянул нахрен отсюда. Наташа, скажите, пожалуйста, а что там такая за история, что страховка уже закончилась, больница за свои деньги, 80 тысяч уже рублей заплатила за его лечение. Это что за... Я просто не понимаю, о какой страховке речь идет. Там не страховка. У нас на больницу наложили штраф. 18 ноября его уже полностью официально с больницы выписали. Все. Но нам некуда его. Он у нас сейчас в больнице лежит нелегально. И за то, что у нас лежит нелегально, у нас медикаменты на него, у нас питание все на него, у нас уход на него. На нас уже не 80, уже 85 тысяч. Это было 25 числа. На больницу наложили штраф за то, что вы его держите? Да. Это я к депутату сейчас вопрос. Его выписали в дом-интернат для инвалидов. Владу придется реабилитироваться не только физически, но и психологически потом. Они уже давным-давно свои мозги пропили. Им нельзя доверять ребенку. На таких женщинах держится наша Россия. Была авария на мотоцикле, и парень, сначала сказали, умер. Он у нас сейчас в больнице лежит нелегально. Мы думали, вообще он где-то загулял. Готовы брата взять? Это я к депутату сейчас вопрос. В этой ситуации мы готовы подключиться, выйти на министра непосредственно здравоохранения России для того, чтобы эту ситуацию решить положительным ключе. Но это к словам брата, о том, что он сам себя вытянул. Да. Это просто издевательство над человеком. Тем более при таком дяде и при таком отце. Его выписали в дом-интернат для инвалидов. Неправда! Почему? Как неправда? Потому что... Из соцпомощи приезжали. Не спорьте со мной! Они просто так его держат. Вы о каком интернате говорите? Вам же сказано, что больница уже штраф платит. Уже его выписали в интернат. Так сказали бы, что не нашли ничего, так мы бы домой его забрали. Стоп! С родственниками все понятно, с нашим здравоохранением, слава богу, тоже все понятно, потому что там люди работают, а не
извините, пожалуйста, родственники, да, а есть еще один человек, совершенно чужой, совершенно посторонний, который принимал участие и принимает до сих пор в судьбе Влада. Давайте посмотрим на экран. Ты обязательно встанешь. Ты в это должен верить. Мы тебя будем кормить, и мы тебя не бросим и на работу возьмем. И ты поднимешься, когда будешь, ты обязательно поднимешься. И мы тебя возьмем снова на работу. Только ты должен сам в это верить. Понял? Гимнастику делай, как я тебя все время учу. Мышцы, напрягай свои все мышцы, хорошо? Ладно? Мы тебя не бросим. И соглашайся не домой ехать к отцу. Там они тебе будут наливать, получать за тебя пенсию, они там сопьются. И ты там, даже кормить тебя там никто не будет, с голоду умрешь, Влад. Лучше они от тебя все отказались. Соглашайся на дом инвалидов, там за тобой будут ухаживать. Вот эта женщина, которая сейчас была на видео, и про которую мы слышали, да, сейчас, ее зовут Наталья Дембовская, она действительно никакой родственной связи не имеет, она просто коллега по бывшей работе. И она сегодня у нас в студии, давайте ее поприветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо Мне вам большое. трудно говорить. Спасибо. Я понимаю, нам всем тут трудно говорить, кроме двух людей. Ну, я хочу сначала сказать, знаете, вот студия, как вам сказать, вы на меня не обижайтесь, ну вот они уже давным-давно свои мозги пропили, им нельзя доверять ребенку, понимаете, сын. И вот что я хочу сказать, дело в том, что он работал у нас всего немножко, там, месяца 3-4. Он, знаете, это сейчас он так выглядит, а вообще он грузчиком работал. Такой физически красивый, накачанный парень, тяжелоатлет. Как, знаете, хороший тяжелоатлет он был. Он мешок 50 килограмм картошки и там крупы мог бегом в горку занести. Он называл вас мамой, а вы его сыном? Ну, там, знаете, в столовой мамой все меня называют. У меня еще с детдома есть мальчик один в столовой. Да, у меня таких, мне их всех жалко, знаете. Ну вот, может быть, в студии сидят женщины, у них у всех просто материнские чувства, понимаете, по природе у нас. Конечно, они, я думаю, любые из этих женщин на моем месте относилась бы тоже так же, как к сыну, понимаете, как мать к сыну. Давайте посмотрим еще одно видео с вашим участием, если вы не против. Давай, вставай. Вот со мной ты садишься. Нет, вставай, вставай. Нет, он вставал у нас. Давай, вставай. Вот это зарядка. Когда ты поднимаешься, пресс у тебя качается, мышцы. Сейчас ноги опусти. Ноги опускай, ноги опускай. Опускай ноги. Так удобней? Ну хорошо, хорошо, сиди так. А вот эту руку-то правую тоже надо разрабатывать. Делай вот так, делай рукой. Старайся, Влад, разрабатывай руку. Наталья, можно вам вопрос? Да, пожалуйста. А что делать-то? Понимаете, что он переборет, ему нужно специалистов, ему нужно нормальное лечение, и он придет в себя. Я говорю, ты должен верить. Стоп, стоп, стоп. Ты сейчас не надо сейчас, о чем разговор. Я уже лютый. Ему нужно... Хорошо, придет в себя. И дальше что? Я сказала, что мы, Влад, тебя возьмем на работу, я пойду к командиру, мы там выделим тебе отдельно, вот комнату выбьем. То есть вы за то, чтобы его восстановить. Чтобы профессионалы его восстановили, Так и точно. домой он больше никогда не возвращался. Да, да. Я прошу вас рассесться по диванам, пожалуйста. Вы туда, вы туда. Которая из этих красоток дочь-то ваша? Ну, как можно перепутать-то, конечно. Как можно перепутать? Давайте с вас и начнем. Ну, в первую очередь, я хочу вот лично Владу сказать, что я пережила, очень много, это длилось очень долго времени, и спасибо маме моей, 20-й больнице, моим врачам, которые вытащили меня. И самое главное, конечно, это любовь, когда около тебя, вот правильно вы сказали, находится человек, который просто рядом и поддерживает тебя. Да. А больше ничего не надо. Я хочу Владу сказать, что держись, крепись, ты молодец, ты умница. И я не знаю, вот что касается меня, я помогу, Кристин, чем смогу. Спасибо. Вы знаете, я просто нахожусь под таким впечатлением от этой истории. У меня наворачиваются слезы на глаза. Низкий вам поклон.
Вот женщина зашла в студию, она своим сердцем обняла всех нас. И если, Господи, люди дорогие, если мы хотим увидеть, как выглядит вселенское равнодушие, вот оно сидит в этой клетчатой рубашке и смотрит своими равнодушными глазами на то, как сын борется с болезнью. Ну, это ужасно. Поэтому хочется сказать, женщины дорогие, спасибо вам за то, что вы есть. На таких женщинах держится наша Россия. Вот слушала нашу противоположную сторону, и впервые я согласна со всеми присутствующими мужчинами и убедилась, что наша страна, мы, россияне, с теплыми сердцами. А что касательно этих людей, я думаю, что вот племянники, какого возраста у вас племянники? Ну, дети, вот племянники вашего брата. Ваши дети 4, вы сказали, у вас 4 детей. маленькие. Какого они возраста? Старшей дочери 17 лет. Вот. А дальше можете не продолжать. Вот 17 лет племянница. Представляете, если бы она пришла, села около кроватки своего дяди, вот как заметила, так сказать, коллега по работе, о том, какое тепло она могла бы подарить вместе с братом. Просто не мыть ручки, не вытирать глазки, которые делают медики, а просто прийти и сказать: родной, дядя, все будет хорошо. Ты встанешь, все будет нормально. Поэтому я сейчас перед всеми вами, как общественный деятель, хочу сказать следующее. Я не оставлю этого мальчика просто так. И здесь присутствует депутат Государственной Думы, с которым мы дружны. Мы это просто так не оставим. Он напишет депутатский запрос. Я думаю и уверена в том, что губернатор Челябинской области просто так это не оставит. У нас медики здесь присутствуют, они нам... Я вас на минуточку перебью. В этом запросе должна быть представлена основная цель – реабилитация, вы нам физиотерапия, как медик поможете правильно, так сказать, написать запрос министру здравоохранения Российской Федерации. И я думаю, что просто так не оставить. Уход – это очень важная и составляющая, и теплота, но должна быть профессиональная помощь. Переводить его надо в реабилитационный центр. Вопрос, почему он так долго у вас в больнице после выписки? А некуда. В Москве есть. Идем по повышающей. Нет, в Челябинске. Идем дальше. Но переводим в Москву. В Москве есть много реабилитационных центров. Так точно. Но это не врачи же должны были заниматься, это родные и близкие должны были. Вы приехали попросить помощи, и вы эту помощь, скорее всего, получите. Безусловно, ситуация достаточно ясная, и, на мой взгляд, Владу придется реабилитироваться не только физически, но и психологически потом. И возвращать его в семью просто опасно сейчас. Не будьте агрессивны даже против них. Давайте сейчас думать, как этому парню помочь. Какой бы парень, алкоголик, кто бы ни был, самая главная задача ему помочь. Если мы ему поможем, если мы это сделаем, мы хоть что-то стоим на этом свете. Пожалуйста, без агрессии. Вы знаете, по разные стороны этих диванов сидят люди. Один человек когда-то дал жизнь, а сейчас с таким хладнокровием и равнодушием он просто убивает и пытается ее забрать. А другой человек, который не имел никакого отношения к рождению на свет молодого человека, но сейчас он вселяет жизнь и дает эту жизнь. И я вот хочу обратиться к вам. Пожалуйста, пожалуйста, не оставляйте его. Именно ваша любовь, ваша забота и ваша вера его выведет, и он выздоровеет и поправится. Спасибо. Я верю точно так же, что Влад выздоровеет, поправится, встанет. И мне жалко вас, мужчины. Вы не услышите слов благодарности. Вы даже не понимаете, что вы лишили сами себя. Со своими свиньями, со своим хозяйством и даже со своими детьми. Вы лишили себя просто необыкновенной теплоты от этих слов. Папа, брат, дядя, спасибо, что вы помогли мне, поставили меня на ноги. Эти слова услышат другие люди. И они действительно достойны этого. Мы начали с того, что иногда родство по крови не является настоящим родством. Причина здесь, наверное, еще и в том, что каждый из нас рождается не из воздуха, а он из другой семьи идет. И каждый из нас эти отношения из прежней семьи, он тянет в следующую, потом в еще одну и так далее. Это, собственно, и называется традиция и культура. Когда человек рожден в семье, лишенной корней,
лишенный традиции, лишенный культуры, только потому, что он завелся в этой семье как плесень, его, конечно, сами обстоятельства, если есть Господь, то Он, да, вот таким образом может вырвать из этой семьи, поместить его в другие руки, для того, чтобы, когда у него, а я почти убежден, что он встанет на ноги, у него будут дети, да, они не повторили вот этот путь, а занялись какой-то совершенно другой историей, другой традицией. Я с тобой полностью согласна. Так Увидим. сложились обстоятельства. Увидим. Это 29-летняя София Петрова из Санкт-Петербурга. Всю свою жизнь она прожила в северной столице, вела активный образ жизни и продвигалась по карьерной лестнице. В один прекрасный момент я задумалась, хочу ли я всю жизнь прожить в городе. И ответ был нет, что я подумала, что все-таки я хочу жить на природе. 3 года назад Соня бросила престижную работу, родителей и квартиру в центре Питера, чтобы поселиться в одном из краснодарских экопоселений и обрести единение с окружающей природой. Да будет у меня здоровье, да будут у меня деньги, да буду я счастлива. Теперь она живет вдали от цивилизации, без водопровода и электричества, и даже отказалась от помощи врачей в пользу домашних родов. Ровно год назад она родилась прямо здесь. Здесь вот стояла ванна, любимый натопил печь и постоянно грел воду. И доченька родилась прямо в этой ванне. Родители девушки бьют тревогу. Они уверены, дочь попала в самую настоящую секту. Но Соня наотрез отказывается покидать долину солнца. Я чувствую себя здесь как в колыбели, как в некой чаше. Хочется говорить: вау, я в раю. А муж Софьи Олег и вовсе сбежал от жены и ребенка, не выдержав рая в шалаше. Нет, просто поругались. Сейчас одна с малышкой. Ну, нас двое. Я и малышка. Завтра в студии нашей программы мы постараемся разобраться, кто такие экопоселенцы. Люди, которые пытаются обрести гармонию с природой, или обыкновенные сектанты.